Надеюсь, у нас сегодня будет хороший, интересный разговор. Алексей Алексеевич любезно согласился встретиться на площадке Пушкинского дома. Я, в своей частности, от всех русских журналистов тоже хочу поблагодарить Урсулу, что Пушкинский дом продолжает проводить встречи с интересными людьми из России. И тема сегодняшней нашей встречи сегодня в Пушкинском доме – это национализация истории и как этот факт может помочь оставаться у власти, тем, кто уже находится у власти. Перед тем, как мы начнем нашу встречу и нашу дискуссию, я думаю, что я хочу рассказать формат, как пройдет вся наша встреча. Алексей Алексеевич скажет нам, сделает небольшое вступительное слово, где-то минут на 15, и потом мы ждем вопросы из зала, так что, пожалуйста, слушайте внимательно, включайте свои серые клеточки и задавайте нам самые каверзные вопросы. Я уверен, что наш сегодняшний гость готов к этому и имеет большой опыт у себя на радиостанции. Но перед этим я хотел бы представить вам Алексея Алексеевича, хотя я уверен, что многие знают, что это главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», радиостанция, которая выделяется из всех современных российских СМИ сегодня в современной России. Алексей является коренным москвичом, он родился в 1955 году в Москве, закончил там школу, закончил институт в 1978 году и после этого 20 лет проработал учителем истории. Так что в любых исторических темах, я уверен, он себя чувствует комфортно. В 1990 году он стал свидетелем исторического события, он присутствовал во время защиты, в 1991 году, конечно же, он присутствовал во время защиты Белого дома. И в 90-м году он стал стал работать на радиостанции «Эхо Москвы» и через несколько лет стал уже главным редактором и на данный момент является совладельцем, если я не ошибаюсь, 18% акций, кажется, «Эхо Москвы» принадлежит именно Алексею Алексеевичу. Также он является и издателем этого замечательного исторического журнала «Дилетант», который он очень любезно привез сюда из Москвы и на своем собственном горбу, я был свидетелем, сейчас зашел с огромной пачкой этого журнала. Кроме этого, нам предоставилась возможность минут 5 пообщаться, и Алексей рассказал о том, что он является членом Совета при Министерстве внутренних дел. И за ними уже числится довольно некий ряд дел, где этот совет помог. Я думаю, что Алексей лучше сам расскажет, если будут какие-то вопросы на эту тему. Национализация истории. Алексей, я передаю слово вам. Добрый день, спасибо большое, что вечер посвятили этой встрече. Просто сейчас происходит очень много событий, таких дискретных, да, прежде всего, конечно, это война на Украине или с Украиной, как угодно называйте. Это бурно развивающиеся политические или параполитические процессы в России. В общем, мир тоже не стоит на месте, и за всей этой дискретностью, за всей этой скоростью, да, мы не замечаем некоторых процессов, которые затем останутся. Вот это пройдет, много чего пройдет, а это останется и будет влиять на вас, на ваших детей, ваших внуков, но сейчас не видно, потому что происходит мелькание, грубо говоря. Этого задержали на 5 суток, здесь убили 2 человек, эсминец вошел в Черное море, вот этот весь новостной поток, огромный информационный поток, который обрушивается на нас, и который я обрушиваю, в том числе на вас, да, за этим потоком часто не видны процессы, когда предстоит и удается иногда остановиться, оглянуться, да, и посмотреть, что же происходит, и схватиться за голову, то вот происходит вещь, процесс, который, мне кажется, важно над ним задуматься сейчас, потом будет поздно. Речь идет о том, что мы всегда говорили, вот мы смотрим в будущее, будущее запускает сюда свои лапы, как Стругацкие писали, да, будущее запускает свои руки, на самом деле прошлое запускает свои руки, и последнее событие, просто как пример, вы, наверное, знаете там, о трагическом, даже не российском, а трагическом событии в США, в Чарльстоне, да, где белый парень расстрелял 9 темнокожих прихожан церкви. Что сейчас? Объясняю, что происходит? Что обсуждают в Америке? Почему до сих пор флаг конфедерации над парламентом Южной Каролины? Гражданская война закончилась 150 лет назад. 150 лет назад южане проиграли, но их флаг развивался над парламентом одного из штатов США. И вот сейчас губернатор, общественные организации, массовые демонстрации, президент Обама, они обсуждают вопрос, давайте мы снимем этот флаг.
Потому что это уже не тряпка с полосами красными и синими, да, там, это уже символ вот этого расстрела. Вот я просто привел специально нейтральный для нас с вами пример о том, что даже в стране, где там после гражданской войны уже все помирились, разделили и так далее, 150 лет, а вот вдруг выбрасывается. Но эта история такая, вот она как раз дискретная. Сейчас флаг, потом будет саблю украдут, еще что-нибудь будет. Собственно, история последние 20 лет, а если точнее в последние 2 года в России превратилась в абсолютно точный инструмент. Инструмент достижения политических целей. Не учебники истории, об этом можно много говорить, о том будет единый учебник по истории, Сталин эффективный менеджер, еще что-то, еще что-то. Мы все понимаем, что это шелуха. А что не шелуха? А не шелуха — это абсолютно сознательное, не ошибочное, а сознательное, да, манипулирование историческими фактами и процессами для воспитания следующего поколения в определенных понятиях. И это не школьная история, не учебники, потому что вот у меня сыну 15 лет, он школьный учебник истории не открывает. Он открывает компьютер и набирает там Ганнибал. У него вместо Ганнибала Карфагенского выскакивает Ганнибал Лектор, естественно, да, первый. Да, он думает, это тот Ганнибал или не тот. То есть учебник — это не столь важная вещь, сколь фильмы. Дети знают историю уже не по книгам, по фильмам, совершенно верно, по комиксам и по компьютерным играм. Абсолютно верно. И вот сейчас поставлена задача в нашей стране создать компьютерные игры патриотической, в кавычках, направленности. Потому что есть патриотическая без кавычек, есть специально, да, искусственно сделанная так называемый патриотизм. Причем никто не знает, что такое патриотизм, сегодня патриотизм одно, завтра патриотизм другое. Но тем не менее, соответственно, компьютерные игры, государственные программы, государственные деньги, соответственно, снятие фильмов, да, снимание, извините, фильмов, вы сами знаете, это публично, в отличие от компьютерных игр, ну и комиксы готовят патриотические делать. Но эта история замечательная. Развлеку вас немножко, на фоне трагедии, которая происходит между Россией и Украиной, вот это шутовство с князем Владимиром Киевским, который он не киевский, а русский, да, вот нам объясняют теперь, всем объясняют, что Владимир Киевский, он на самом деле глава Киевской Руси. Слово «киевское» прилагательное, Русь существительное, значит, Русь важнее, чем Киев. Да? И поэтому давайте поставим, значит, копию князя Владимира сюда, где стоит та копия уже в Киеве, да? Ну и так далее. И просто разговаривать с людьми абсолютно невозможно, потому что через 5-6 дней такой, знаете ли, массированной, я даже не могу сказать, пропаганды, глупостей по телевидению, люди серьезно говорят, да, слушай, ну действительно же, он же был общерусский князь, он же был какой общерусский князь? Где там была Москва в это время, кто там был, там чуть какая-нибудь была, там, или кто там был? Неважно, все равно не важно. Да, то есть формируется вот, не у маленьких детей, а у взрослых людей ровно такое сознание. Еще раз повторю, что это не случайность. В чем я вижу опасность? Я вижу опасность в искусственном манипулировании. Любой может заблуждаться, не все ходят в архивы, не все читают эти самые несчастные архивы, все читают там художественные романы, художественные произведения, смотрят фильмы, и мы все знаем про Ивана Грозного из фильма «Иван Грозный» из Эйнштейна, а про Александра Невского точно знаем из фильма из Эйнштейна «Александр Невский». Мы все понимаем, что вот Александр Невский — это кто у нас, Черкас, вот он Черкас, вот он такой. И спроси любого из нашего поколения чуть помладше, так и будет. Но это все использовалось, а не создавалось. Да? А сейчас, собственно, это создается. Это очень опасный процесс. Неделю тому назад, 10 дней тому назад в Москве проходил Всемирный конгресс русской прессы, куда съехались со всего мира люди, издатели русскоязычных газет, журналов от Чили и Австралии, там, до, я не знаю чего, Казахстана и Норвегии. Вот так все. Из Африки приезжали люди, издающие на русском какие-то журналы. И туда пригласили очень известного человека, директора Государственного архива Сергея Мироненко, который им рассказал, отвечая на вопрос, что никакого подвига 28 панфиловцев не было. Вот его не было. По документам архива. Это было все придумано в «Красной звезде», Артенбергом. Были другие подвиги, которые не были описаны. А вот эти люди там, из 28, по-моему, 17 были живы, остались живы. Никаких сотен танков, конечно, тут до Басекова не было, ну и так далее. Это все архивы. И что вы думаете, стали говорить наши коллеги со всего мира? Не смейте это говорить. Просто не смейте это говорить. Не то, что мы не хотим, а не смейте это говорить. Особенно коллеги из Казахстана усердствовали, потому что панфиловская дивизия реально формировалась в Казахстане. Да? И для них это, ну а что с памятником делать? Расплавить и сносить?
И вот этот кошмар, который продолжался в течение получаса, когда журналисты, я сейчас обращаю внимание, это журналисты, не смейте говорить эту правду, это цитата. Все понимают, что это правда. Да? Но история это набор мифов, да? Давайте жить на этих самых мифах. И добро бы на этом все кончилось, но когда уже встала дама из Канады, вполне цивилизованная, и сказала: вы говорите как историк или как предатель? Это аргумент. И эта дама в возрасте, она издает комсомолку в Канаде, комсомольскую правду. Да? То есть это не девочка, которая в первый раз услышала, и ах, какое потрясение случилось. Значит, и самое интересное, что люди, сидевшие в президиуме, поддержали эту даму, хотя перед ним сидит государственный чиновник по нашей зоне ответственности, генерал, начальник государственного архива. И вот такая история. Очень опасный момент, я еще раз повторяю, связанный с тем, что вот компьютерные игры, комиксы и фильмы, повторяю, книги не читают, вот историческую художественную литературу не читают, поэтому это большая проблема. Добро бы это возникало в национальных государствах, возникших только что. Вот здесь хотя бы понятно, вот когда там на Украине это происходит, извините, я не могу заставить себя говорить в Украине. Меня говорят, вот я говорю, извините, вот тем, кого это обижает, это не политическое решение, просто с детства говорил, так и говорит. Хотите, я буду говорить к Украине, что между будет, на его. Вот. Понятно, что у этого украинского народа свои герои, это все были герои, которые сопротивлялись внешнему поглощению. От, там, не знаю, от Мазепы, Петлюры, там, Бандеры, ну еще Хмельницкий туда-сюда ходил, и это все. Ну, я не говорю там писатели, там, Леся Украинка, там, Тарас Шевченко, я говорю о политических деятелях. Они формируют свою портретную галерею, как у нас галерея войны 12 года, да, они формируют вот тем, кто сопротивлялся поглощению империи. То же самое в Казахстане. И тогда становится, вот когда новый народ, становится понятно, кто герои. Я когда был лет 5 тому назад в новой столице Казахстана, в Астане, по приглашению президента, там стоит, значит, замечательный дворец президентский. Нас ввел шеф протокола. И вот мы попали, там, несколько человек, в огромную комнату, которая вот больше, чем задняя стена, висела картина какой-то битвы, где какой-то великий казах рубал в капусту, наверное, узбеков или киргизов, в общем, кого-то он рубал в капусту. И, значит, я, естественно, как человек, интересующийся историей, понимаю, что новое государство, новый народ формирует свою игру. Я говорю, а это кто? И что это за битва? Значит, дальше мне называется битва, которая решила судьбу тогдашнего мира, о которой я, естественно, никогда не слышал. Кстати, в Википедии я потом не нашел. Значит, дальше называются названия племен, которые я с трудом запомнил, сейчас уже забыл. И называется имя этого героя. Вот я вам клянусь, вы его не знаете, я его тоже забыл. Но картина – это наш самый большой национальный герой. Это понятно, еще раз повторяю, государства не было, и вновь образованное государство формирует свою галерею. Так что Украина, Казахстан, Узбекистан, не важно. Но когда Россия, у которой есть свои герои, начинает формировать дополнительно галерею, причем прихватывая у бывших, скажем, колоний или народов или зависимых территорий это героя, это выглядит сначала смешно, потом страшно. Потому что через какое-то время это означает, что это претензия на эту территорию. Я хочу сказать вам совершенно очевидно, что там мумификация Владимира Киевского, это означает, что Киев это часть России. Вот это следующий шаг, чтобы вы понимали. Это абсолютно имперское или постимперское сознание. И имея возможность беседовать с людьми, скажем так, принимающими решения, я вас уверяю, они так думают. Они так думают искренне. Проблема в этом, что, будучи сами людьми не очень сильно образованными, гуманитарно, скажем так, мы принадлежим с начальником к одному поколению, да, приблизительно учить, вот если вы вспомните, как учили истории через историю КПСС или историю СССР, истории наши, да, то никакого интернета не было, там никаких разночтений не было по единому учебнику. Мы верим в то, что Северный Казахстан должен быть в составе России не завтра, а послезавтра. История с Крымом, это же на самом деле это история истории. Потому что когда ты разговариваешь с людьми, которые участвовали в принятии решений, они тебе на голубом глазу объясняют, что еще Владимир Киевский, вот тот самый, да, присоединил Херсонес
Киеву, то есть к России, и мы просто это восстановили. Я говорю, вы больные? Ну как, вот как мне? Не, ну подожди, говорит, ну написано же, и пришел князь Херсонес, там крестился, поимел жену Анну, византийскую принцессу, значит это Россия. Нормальный аргумент. Еще раз повторяю, искренне. Это не то, что там где-то по телевидению, да? Это сидим, пьем кофе, вот, и разговариваем. Люди в этом уверены, убеждены в справедливости. И история с Крымом – это история искренней справедливости людей, принимавших. Там, конечно, много цинизма, как в любой политике, в любом приобретении или потерях. Но то, что эти люди в этом абсолютно уверены, в том числе на закрытых встречах, да, это понятно. Это наше образование, это мое образование. Ну хорошо, я ИСТФАК кончал, но тем не менее. Это наше образование там 70-х годов, да, 73-го, 78-го, вот там Путин чуть пораньше, там учился на своем юрфаке, все-таки какую-то историю КПСС изучал, и там все это написано черным по белому. Я специально взял учебники 70-х годов. Да? Там все вот это вот было, оказывается. И когда мы говорим, что там были истории, ничего там, никаких историй республик не было. Там была история Великой России, запрятанная изнутри, которая шло фоном. Да? И сейчас в 60-летних, 65-летних людей, вот в этом поколении, принимающих политические решения, эта историческая подкладка поперла наружу. Вот она выстрелила через 50 лет. Вот выстрелила, ну 50, 40, через 40 лет. Оно выстрелило. И вот то, что происходит сейчас вот с этой национализацией истории, оно выстрелит, если об этом процессе не говорить. Его остановить нельзя, понятно, да, там, единый учебник. Но говорить об угрозах надо. Вот просто надо. И надо понимать, что это может совсем по-другому выстрелить еще дальше. История плохая, извините за тавтологию. Ну и, наверное, последнее, что можно сказать, если вы не читали, есть потрясающая, об этом нас предупреждали. Есть потрясающая книга французского историка Марка Ферро. Она переведена на русский язык. Я думаю, что вы можете читать на любом языке здесь присутствующий. Как преподают историю детям в школах. Вот он собрал такой сборник. В школах Кении, великая кенийская страна, которая владела всем миром. Я начинаю читать, у меня волосы дышат. Да? То есть это нормальный процесс в Кении, в Нигерии, естественно, во Франции, естественно, в Германии. Там всюду всегда больше побед, чем поражений. Я даже с трудом могу представить себе учебник школьный или книгу по истории, где больше поражений, чем побед. А история стран, вы сами понимаете, она грязная и кровавых страниц там, слава богу, полно. И дискуссия о том, на самом высоком уровне была недавно, несколько лет назад, очень смешная дискуссия, на самом высоком уровне политических лидеров. Стоит ли детям рассказывать, что Александр Невский был побратимом сына хана Батыя и командовал, командовал одним из отрядов карательной экспедиции, когда было восстание его брата Андрея против татарского ига. Стоит детям рассказывать или нет? Хорошо, 12-летним не стоит, а 13-летним? А вузовским учебникам? А в фильме показывать стоит или нет? И вот эта дискуссия, когда у вас почти глава государства, как сказать, не до глава государства, вы поняли, о ком я, вот, не упоминаю, вот на полном серьезе, да, говорит, вот, наверное, вот это еще рано, им в 14 лет рано знать, пусть будет святой. Это на самом деле всегда выбор, конечно, выбор родителей в первую очередь, но закладывать все время, что в истории действовали только святые, только негодяи, это очень опасная история. Я думаю, мне так кажется, что в значительной части развал Советского Союза, который многие здесь тоже воспринимают как трагедию, да, он произошел из-за этого. Я вам приведу последний пример, дальше вы отвечаете, если хотите, на вопрос. Значит, в 1988 году уже перестройка, в Москве проходит съезд, советский съезд учителей истории. Я был делегатом, я был на съезде, значит, со всего Советского Союза, со всех республик съезжаются школьные учителя истории, никакие там не академики, никакие не профессоры, каждый день входим в класс и рассказываем. Значит, встает парень из Армении, сейчас огромный зал, не помню даже, где был, но зал огромный, ходил, чуть ли не колонный зал, и говорит, что вот очень мало в учебниках истории уделяется вниманию истории нас, республик наших. Вот
например, в учебниках 5 класса почему-то нет никакой Великой Армении. Говорит он, а наш великий царь Тигран. И вдруг, это для нас, советских учителей истории, это вдруг, азербайджанская делегация встает и начинает кричать: не было никакой Великой Армении, не было никакого Тиграна. Это кто? Вы не знаете, что это азербайджанская делегация, понимаете? То есть встает группа людей, учителей, и начинает орать на своего коллегу. Не по сути, что вот нет куска, вот этого не было никогда. То есть на самом деле все эти процессы, они идут там. Но когда их лакируешь, да, она потом так взорвет, что мало не покажется. И мне кажется, я могу вам сказать, что на эту тему я разговаривал с людьми, принимающими решения. Что-то понимают, что-то не понимают. Последний сюжет: преподавание религии в школе. Значит, сначала, я вам скажу, какой это был год, это был 9-й год, мы даже знаем, кто был интерпретатором. Это была Светлана Владимировна, супруга тогдашнего президента, очень воцерковленная женщина, которая вот предложила преподавать религию в школе, ну или историю религии в школе и так далее. И, соответственно, когда это, ну, естественно, поручение, там, Министерство образования, ля-ля-ля, и мне тогдашний министр образования Андрей Фурсенко говорит: сделай хоть что-нибудь. Он же не может, он министр. И я пошел к премьер-министру Путину Владимиру Владимировичу. Я говорю: Владимир Ильич, этого делать нельзя. Почему нельзя? Я говорю: потому что тогда дети внутри одного класса будут делиться по конфессиям. Да? Вот они там физкультурой вместе, да, там, математикой вместе, историей вместе, а как только вводится, значит, вот это, шах. Он говорит: ну и что? Это 4 класс, это 11 класс. Я говорю: ну поймите, дети у нас очень злые, потому что, ну вообще дети злые, а дети жестокие. Потому что, значит, наоборот нужно, чтобы дети, там, скажем, из семей, которые относятся к православной традиции, пусть они изучают ислам, иудаизм, пусть они понимают, почему сидящий рядом Тимур, значит, не так одевается, не так молится, не так пахнет, не то ест, не те праздники. Вот что надо делать. Он говорит: ну, подумаем как. И вот в результате этих разговоров, потому что я ходил там кругами, поскольку меня толкали, родился вот этот курс светской истории, знаете, да, там история там, изучения 4 религий, там этика, называется светская этика. И что вы думаете? Значит, по выбору родителей. Очень смешно все это закончилось, чисто по-черномырдому. Хотел как лучше, получилось как всегда. Например, в Татарстане просто изъяли все религии, вот в школе не изучают ни историю ислама, запрещено, ни историю православия. Вот либо все 4 религии, да, изучают, либо светскую этику. Ну, приказал там Шаймиев тогда: вот будьте так, понимая, к чему может привести вот это разбегание детей, да. А в какой-нибудь Белгородской области там 80% православия, там 10 ислам, ну и так далее. Вот это очень опасная история. Там другая история. Там просто получается другая история. Никто же детям не объясняет. Например, 6 лет тому назад кому-то пришло в голову, какому-то нашему православному олигарху, который, по-моему, сейчас здесь в Лондоне, не будем его называть, он подарил Казанскому университету статую Ивана Грозного. Вы себе представляете, да? Который приказал вырезать, да, там, население Казани, ну потому что мы же Ивана Грозного знаем как федератора, объединителя, наоборот, там любил так. Это была, они сейчас задвинули это куда-то туда на задний двор, не сейчас, а тогда, да, потому что все-таки подарок был, он еще и стипендии дал, хорошо, не имени Ивана Грозного. Но это вот свидетельство о том, как история вдруг становится прикладной наукой, это флаг Каролины, да, а после этого, или в ходе этого, или до этого начинают стрелять. Потому что люди почему-то считают, что вот за это надо убивать. Вот за это надо убивать. И вот создание таких манипуляторских вещей нынешней властью, в том числе, когда я говорю нынешней власти, это вот я говорю о программах, которые финансируются государством, это чрезвычайно опасно, и мы будем об этом говорить, и я просил бы вас за этим смотреть, потому что вы будете смеяться, но к откликам, скажем, из цивилизованных стран диаспор, извините, что я вас так называю, в общем прислушиваются. В общем, даже я им сказал прислушиваются, напрягаются. Вы же 5-я колонна для Англии, вы понимаете, да? Как бы сказать, мы в Кремле воспринимаем вас 5-й колонной здесь. Вы должны работать на Россию, подрывая устои Британской империи. И мы на вас очень рассчитываем. Спасибо большое. На такой мажорной ноте. Спасибо большое. Да. Все же мне быть 5-й колонной, побудьте вы. За то, что вы раскрыли о том, как к нам относятся в Кремле.